Всем привет! В этот теплый декабрьский день я решила отправиться в район, в котором сама еще ни разу не была. Это Янако-Гинза, торговая улица, которая существует с послевоенного периода и до сих пор сохранила атмосферу старого Токио. Добраться сюда можно по линии Яманоте до станции Ниппори. Зимой в Токио ветки подрезают заранее для правильного роста деревьев и безопасности улицы. Вот смотрите, прямо рядом со станцией метро кладбище. Говорят, что район Янако сложился вокруг храмов и кладбищ, поэтому прошлое здесь не отделено от настоящего. До той торговой улочки примерно 5 минут ходьбы, поэтому мы сейчас с вами пройдемся прямо по улице и немножко понаблюдаем за тем, что здесь интересного находится. Сегодня солнечная, приятная погода, отличный день для прогулки. В начале улицы нас встречает небольшой рынок с разными товарами, статуэтками кокеши и декоративными самурайскими шлемами кабуто. А это уличный рассказчик, который показывает театр камишибай. Формат живых историй с картинками, очень популярный в Японии в послевоенные годы, примерно 30-50-е. Ну и вот начало той самой улицы, это знаменитая лестница. Изначально здесь был склон, еще с эпохи Эдо. Люди просто поднимались и спускались по земле, без лестницы. Деревянные ступени появились в первой половине 20 века. Ну, а потом, примерно в 90-х годах, появилась эта лестница. Вывеска старая, а дом вполне современный, 90-х годов. Архитектура меняется, а память о месте остается. Ощущение, что я иду по улице 50-х годов, но время добавило современные слои, современные знаки, вывески, провода, щитки.
Старый город никуда не исчез, он просто живет вместе с новым, вот только люди поменялись. Район Янака-Гинза также известен своими уличными котиками. В теплое время года они свободно гуляют по улицам, поэтому здесь так много статуэток и изображений с котами. Интересно то, что эта улица выглядела почти одинаково и в 90-е, и в послевоенные 50-е годы. Со временем менялись и обновлялись здания, вывески и освещение, но сама структура улицы осталась прежней. На улице вкусно пахло выпечкой, и я зашла посмотреть, что продают в этой маленькой пекарне. Посмотрите, какие тут пузатые круассаны за 350 йен. Ну и, конечно, мои любимые открыточки. Я обязательно их куплю, и как только возобновят почтовые отправки в Россию, снова вернусь к посткроссингу. На самом деле исследовать незнакомые улицы очень интересно. Главное делать это в будни, когда людей заметно меньше, и я об этом говорю каждый выпуск. А вот еще один котик. Эти лакомства напоминают донатсы, но по форме похожи на кошачью лапку. Куплю на обратном пути. Свернем-ка в закоулок, вдруг здесь появятся котики. По всей видимости, здесь не только магазины или кафешки, здесь, скорее всего, кто-то живет. Очень похоже на жилые дома старые. У меня практически в ногах стоят цукемоно, традиционные японские соленья. Овощи квасят и маринуют по старым домашним рецептам.
О, еще котики на пьедестале, но пока не настоящие. Кстати, эти котики — визитная карточка этой улицы. Кстати, эта вывеска раньше выглядела совсем иначе. Когда-то на нее потратили почти все средства торговой ассоциации. Для послевоенного времени это был смелый шаг, знак того, что улица хочет жить и развиваться. Я решила свернуть в еще один закоулок, посмотреть, нет ли здесь котиков. Но здесь абсолютно жилой район, обычные дома, цветочки, велосипеды. Но котиков, к сожалению, нигде я не вижу. Вон собачки гуляют в колясках с хозяйкой вместе. А котов нет. Издалека мне показалось, что кот настоящий, но, к сожалению, это опять декоративный атрибут. Ну, а это, скорее всего, изображено знаменитое кладбище Янака. На мгновение показалось: ну, наконец-то котик. Присмотрелась, не тут-то было. Опять бутафория. Вдалеке виднеется какой-то алтарь. Давайте пройдем в проулок и посмотрим, что там интересного. Так, стоп. Почему-то перекрыто, ограждено проволокой. Какие-то жирные гамбургеры продают. Наверное, очень вкусные. Скорее всего, вкуснее, чем в Макдональдсе. 100%. Я спросила у продавца, и он сказал, что коты могут обитать в храме или на кладбище. Давайте поищем их там.
Сейчас проверю еще одно место. Возможно, они там. Ну, если их там нет, то все, я прекращаю искать. Если честно, я уже устала на сегодня бродить, ходить, искать котов. Наверное, они все-таки греются по домам, в домах у себя. Кстати, народу стало намного больше. Это потому, что уже вечереет. Крокетку кудасай. Боже, какая гадость. А это, представляете, оказывается деликатес. Закуска деликатес. Называется морской огурец, по-моему, родственник морского ежа. Я вернулась к сладким кошачьим лапкам и купила вариант с соленой карамелью. Очень вкусно. Надо срочно найти кофе. Я нашла кафе, взяла горячий капучино и французские пирожные каннеле, хрустящие снаружи, кремовые внутри. Shibai is theater. Paper card theater. Japanese only style. Japanese traditional style でございます。ね、鬼はね。鬼息子さん、早い早い、あっという間に鬼沼に着いた。沼に止めてあった鬼の船、千里舟におっかと息子をドサッドサッと投げ入れると鬼、大きな声で風吹け鬼。モンスターズで「カモンウィーンカモンウィーン」と言うと風がヒュッと吹いて鬼の船がヒュッ走り出した。あっという間につまみつまみアペタイザーマナーガスボーイ。Напоследок меня провожают декоративные котики, а настоящих пушистиков я сегодня так и не встретила. Наверное, зимой они прячутся в теплых укромных уголках, а по улицам выходят гулять уже в теплое время года.